Всем привет! Мы переходим к элементам функционального программирования на языке Python. И настало время познакомиться с функциями. На самом деле, в процессе курса мы уже сталкивались с функциями, такими как print, type, len, sqrt, round, методы string, которые также являются функциями. Кстати, разница между функцией и методом чисто семантическая. Методы — это функции, которые принадлежат конкретному классу. Так что же такое функция? Функция — это именованная часть кода, которая может принимать в себя аргументы, производить операции внутри себя и выдавать результат. Функции нужны для того, чтобы избежать дублирующей части кода и повторяющиеся операции. Написав обработчик один раз, мы можем вызывать его по мере необходимости, сколько угодно раз. К примеру, встроенная в Python функция print, которую мы используем постоянно в различных частях кода, хотя очевидно, что тело функции, код функции print, с помощью которого текст выводится в консоль, явно не одна строка. Но мы в своей работе не применяем большой кусок кода, а просто вызываем функцию с нужным нам аргументом. Собственно, это главное предназначение функции – многократное выполнение работы определенного фрагмента кода программы. Следующее важное применение функции – это разделение ответственности среди программистов в командной работе. Очевидно, что для работы над большим проектом требуется более одного человека. Используя принцип функционального программирования, это когда мы одну большую и сложную задачу разделяем на более мелкие и простые. Мы можем распределять код внутри команды разработчиков так, чтобы проект разрабатывался параллельно. Язык Python, помимо использования встроенных функций, позволяет создавать свои функции и методы. Для этого используется вот такой синтаксис. Ключевое слово def, от слова defined, то есть определить. Далее имя функции и в круглых скобках список аргументов, если необходимо. И набор операторов внутри тела функции. Имя функции задается программистом, подобно именам переменных. А так как функция подразумевает какое-то действие, хорошим тоном считается задать имя функции в виде глагола, для того, чтобы по названию было понятно, что делает эта функция. Набор операторов, которые выполняются после строчки def, это и есть тело функции. Разберем на примере простой функции. Создадим простейшую функцию, ключевое слово def, далее название функции, пусть это будет print-текст, круглые скобки, и пока используем функцию без аргументов, двоеточие, далее список операторов, которые будут выполняться в момент вызова функции, и далее идет результат, в нашем случае print hello world. Мы определили простейшую функцию, попробуем запустить. И ничего не произошло, так как мы ее только задали. Для запуска функции мы должны ее вызвать. Вызывается функция таким синтаксисом: имя функции и круглые скобки с аргументами, если они есть. Запускаем и видим результат функции. Как было сказано выше, функцию можно запускать сколько угодно раз в разных частях кода. Запустим функцию 3 раза. Главное, запуск функции должен быть строго после ее определения. Запустить функцию до не получится, выдаст ошибку. Поэтому задача и определение функции идет в самом начале программы. Теперь поговорим о функциях с аргументами. Предположим, у нас есть задача посчитать площадь круга. Как мы ее считаем? Задаем переменную радиуса, пусть будет 10. Задаем переменную площади, которая равна π на радиус в квадрате. Пусть π будет 3, 14, 15. И выводим s. Как видим, все посчиталось. В случае, если необходимо считать площадь несколько раз или с разным радиусом, нужно использовать функцию. Объявим функцию с названием sqring и аргументом p. В тело функции вставим код расчета площади и вызовем print. Далее вызовем функцию с аргументом, пусть это будет 10. Как видите, все посчиталось. При старте Python прочел весь код построчно, дойдя до вызова функции, вызвал функцию, передав в качестве аргумента число 10.
Так как функция имеет один аргумент в качестве переменной p, число 10 было передано в формулу расчета, с помощью чего была подсчитана площадь и выведена на экран. Таким образом, меняя аргумент, в нашем случае радиус, мы можем высчитывать площадь с различными исходными данными. Можем поменять аргумент на 20, 33, 70, на любое значение. И также получили расчет. Так как в функции может быть большое количество операций, а нам необходим определенный результат, который мы можем передать в другую функцию, например, в print или переменную. Для этого в функции определяем то, что должна вернуть функция вместо print. Запишем return s. И результат функции мы передадим в функцию print. Можно сделать и так. Присваиваем переменный результат функции и выводим переменную. Как только функция доходит до return, функция завершает свою работу, точно так же, как оператор break в циклах. В качестве аргумента функции мы можем передать переменные. Зададим a как 30 и передадим переменную a в функцию sqring, а результат в print. И также получили расчет. Если нам нужно создать функцию, которая принимает два аргумента, например, для вычисления периметра прямоугольника, допустим, назовем ее getSquare, и два аргумента – высота и ширина. И на основании этих данных рассчитываем периметр прямоугольника. 2 умножить на высоту и ширину. Когда мы будем вызывать функцию, то должны указать два аргумента. И в данном случае мы вычислим периметр прямоугольника. При этом первое значение будет ссылаться на первую переменную, а второе значение на вторую переменную. Вот по такому принципу функции можно определять различное число аргументов, и количество этих аргументов имеет важное значение. То есть, если запустить функцию с тремя аргументами, тогда как у функции определено всего два, то, соответственно, получим ошибку. Или то же самое, если мы будем указывать недостаточное число аргументов, допустим 1, тоже произойдет ошибка. То есть, когда мы вызываем функцию, мы должны знать, сколько аргументов она принимает, и передать ей соответствующее количество аргументов. И такие аргументы называются позиционными аргументами, так как соотносятся по позиции при вызове функции. Однако в любой функции можно добавить еще формальные параметры со значениями по умолчанию. Мы добавим нашей функции printText фактический параметр и один формальный параметр со значением по умолчанию, восклицательный знак. И в выводе первый аргумент и второй аргумент. Мы можем запустить функцию с одним параметром. Пусть это будет текст. Тогда второй, формальный параметр, просто подставится. Мы можем запустить функцию с двумя параметрами. Тогда формальный параметр как бы переопределится и будет использовано то значение, которое мы передали. Передадим вопросительный знак. Как видим, все получилось. То есть, если у нас формальный параметр не указан при вызове функции, то берется значение по умолчанию. Если же мы указываем что-то другое, то уже на него начинает ссылаться вторая переменная. Этот момент следует запомнить. У каждой функции могут быть фактические параметры и формальные параметры, то есть те, у которых прописаны значения по умолчанию. И вот эти формальные параметры в списке аргументов функции всегда должны идти последними. Теперь давайте добавим этой функции формальный параметр, который по умолчанию будет иметь значение двоеточие с пробелом, а функция print будет выводить такую информацию. Эту функцию можно вызвать с разным числом аргументов, например, с одним аргументом. Тогда мы получим следующее сообщение. Если мы добавим второй аргумент, допустим, восклицательный знак, который стоял, то получим вместо восклицательного знака знак вопроса. Укажем еще и третий аргумент, допустим, просто пробел. Тогда двоеточие пропадает и останется только пробел. Каждому значению, которые перечисляются через запятую при запуске, функция соответствует своя переменная. Мы можем указывать так называемые именованные аргументы, явно указывая, какие аргументы к каким параметрам относятся. Например, мы можем указать, что sep равно пробел, и параметр end вообще не указывать.
Как видим, пробел прочитался верно, а восклицательный знак был взят из формального аргумента. Теперь предположим, что нам нужно создать функцию, которая вычисляет сразу несколько значений. Например, добавим к расчету периметра расчет площади прямоугольника с теми же параметрами. В return передаем через запятую второй расчет или вторую переменную. И проверяем тип данных. Как видим, это tuple или кортеж. А значит, мы можем работать с результатом такой функции, как с кортежем. Этим я хотел показать, что оператор return может возвращать различные типы данных. Это может быть и списки, и словари, строки, числа и так далее. Интересная особенность языка Python состоит в том, что мы можем переопределять уже существующие функции по ходу работы программы. Это можно применить для ветвления логики. Например, вот такая конструкция. Если что-то true, принимаем функцию с таким телом и параметром. В иных случаях с другими параметрами. И в любом случае запускаем функцию. Как я и говорил выше, функция используется для удобства работы и простоты кода. Для того, чтобы не запутаться в собственном коде, мы обычно используем строку комментарий. Но так как функцию можно вызвать из любой точки кода, у нас есть возможность прописать условный комментарий, документацию в саму функцию и вызвать ее с помощью встроенной функции help. Посмотрим, как это работает. Пусть это будет функция с 3 параметрами и выводом. И мы можем использовать многострочный комментарий, или его еще называют docstring, и составить документацию по функции. Для этого используются 3 одинарные кавычки в начале и в конце. И как видим, PyCharm сам построил конструкцию, где есть все аргументы и вывод. Мы можем написать тут то, что поможет нам понять смысл данной функции, если мы вызовем help на эту функцию. Для вывода этой информации воспользуемся функцией help и передадим ей название нужной функции в качестве параметра. Как видим, в консоли вывелся комментарий и документация к функции. Таким образом, мы можем посмотреть комментарий и документацию к функции из любой части кода, даже если данная функция была импортирована из другого файла и модуля. В предыдущей лекции мы уже познакомились с функциями, а в этой лекции переходим к теме передачи аргументов из одной функции в другую, а также конструкции args и quarks. Из темы функций мы уже знакомы с позиционностью переменных, и в Python во множество элементов можно делать множественное присвоение. Например, передаем переменные a, b и c и присваиваем им значения 10, 20, 30. И выведем их попеременно. Так как присвоение было позиционным, значение присвоилось, исходя из позиции. Таким же образом, если вместо интеджера значений задать список из 3 переменных, например, строка, integer и float, распределение по переменным произойдет аналогично. Но если в списке значений будет больше 3 переменных, то мы получим ошибку, в которой так и говорится, что слишком много значений при распаковке. Too many values to unpacking. То же самое, если значение будет меньше, чем переменных. И вот для таких случаев есть специальный оператор – звездочка. Для демонстрации работы добавим в список еще больше элементов. И применим специальный оператор ко второй переменной. Смотрите, что получается. Первая переменная a возьмет на себя первое значение из списка, к последнему элементу c присвоится последнее значение из списка. А все остальное, что находится между первым и последним, присвоится в переменную b. Теперь, если мы перенесем оператор с b на c, то первый элемент присвоится к a, второй к b, а начиная с третьего и до конца присвоение всех элементов к c. То же самое произойдет и с a. Происходит так называемый unpacking.
Таким же образом мы можем разложить и кортеж, и строку. Unpacking кортежа возвращает список и присваивает элементы к C и B аналогично. Также unpacking строки возвращает список элементов в переменную А два последних элемента присваивает к B и C соответственно. Если мы сделаем последовательность всего из двух элементов, то ошибки не будет, просто к А присвоится пустой список. При этом, если мы оставим только один элемент, то будет ошибка. В данном синтаксисе мы не можем оставить B и C без присвоения. Во всех этих примерах оператор звездочка упаковывал все невостребованные элементы в переменную А в виде списка. Рассмотрим еще один случай, где еще может быть использован оператор звездочка. Допустим, у нас есть список S, состоящий из чисел 4 и 10, и функция range, которая обходит все числа от А до B. Допустим, если указать 1,6, то range обойдет число от 1 до 5. Выведем значение в консоль в виде листа. И если мы будем вызывать функцию range от нашего списка S, мы получим ошибку, в которой говорится, что список не может быть интерпретирован как целое число. Но если внутри вызова перед S поставить звездочку, произойдет распаковка двух значений, и в функцию передастся две переменные 4 и 10. 4 пойдет в первую, 10 во вторую, и мы получим последовательность от 4 до 9. Рассмотрим еще один подобный пример на эту тему. Зададим функцию f, которая принимает обязательных 4 аргумента и просто выводит их в консоль. Значит, мы можем просто вызвать ее и передать ей 4 аргумента. Либо можем создать упорядоченную коллекцию, пусть это будет кортеж, с элементами типа string, boolean, int и список list, 4 элемента кортежа. Если вызвать функцию f с кортежем в качестве аргумента, получим ошибку, потому что здесь мы передаем только одно значение, а наша функция требует 4. Но если поставить оператор звездочка перед кортежем, то он распаковывает наши 4 элемента по соответствующим переменным. То есть строка hello войдет в локальную переменную А, true идет в B, 78 в C и список присваивается в переменную D. В этом примере мы оператор звездочка использовали внутри вызова функции и вновь распаковали значения последовательности по локальным переменным. Мы также можем использовать специальный оператор для определения нашей функции. Создадим функцию так, чтобы она считала налоги от суммы всех транзакций, переданных ей списком. Так как мы не знаем, сколько именно транзакций будет, применим специальный синтаксис локальной переменной звездочка args. Звездочка args – это условная переменная, которая может принять в себя все аргументы функции. Запишем расчеты и выведем результат. Print сумма всех аргументов args умножить на 6. Передадим функцию большее количество аргументов. Передавая здесь два значения, функция все еще работает. Можно вообще вызвать функцию без каких-либо аргументов, ошибки не будет. То есть, когда вы указываете звездочку перед аргументом внутри определения функции, все значения упаковываются в эту переменную в виде кортежа. Итак, при помощи оператора звездочка мы можем передать в нашу функцию неопределенное количество неименованных аргументов. А теперь посмотрим, как можно передавать в функцию именованные аргументы, также в неограниченном количестве. Для этого в определении функции прописываем специальный синтаксис. Две звездочки, quarks. Выводим quarks и запускаем функцию с именованными аргументами. И видим, что результат функции является словарем. То есть, каждую именованную переменную, которую мы передали в функцию, quarks упаковал в словарь. Также можно комбинировать эти два способа, но для этого сперва в определении функции нужно указать параметр args и затем уже quarks. Тогда при вызове функции первые значения, которые вы передаете, будут идти в переменную args в виде кортежа, а именованные аргументы будут упаковываться в словарь с помощью quarks. Попробуем вывести переменные построчно. Как видим, аргументы распаковались верно.
Подведем итог. Специальный синтаксис args и quarks служит для того, чтобы упаковывать неограниченное количество значений в кортеж или в словарь и передавать их в функцию. Таким образом, мы можем работать с неограниченным количеством различных аргументов. В этой лекции мы познакомимся с понятием лямбда-функция, а также функциями map, filter. Один из способов преобразования одного итерируемого объекта в другой является функция map. Функция map – элемент функционального программирования на языке Python, и она принимает как минимум два аргумента. Первым аргументом идет некая функция обработчик, а вторым аргументом она принимает некий итерируемый объект. Итерабельную последовательность. Напомню, что к итерабельным последовательностям относятся списки, кортежи, словари, функции range, строки и так далее. То есть то, что можно обойти в цикле for. Занимается функция map тем, что применяет переданную ей функцию обработчик к каждому элементу переданной ей последовательности. А в качестве своего результата функция возвращает так называемый map-object. Map-объект, который является итератором и который, в свою очередь, можно преобразовать в список. Функция map эквивалентна вот такому коду. Определение map принимает в качестве первого аргумента функцию, а вторым аргументом принимает итерируемый объект. Потом запускает цикл for, и на каждой итерации цикла for к элементу последовательности, которая сохраняется на каждой итерации, в переменную I применяется функция func, переданная в первом аргументе, и затем с помощью оператора yield возвращает каждый элемент данной последовательности. Покажу это на примере. Возьмем функцию возведения в квадрат, которая принимает в себя один аргумент x и выдает x во второй степени, и список A, состоящий из чисел. Для того, чтобы преобразовать данный список в другой, нам нужно циклом for пройтись по первому списку, применить к нему возведение в степень и записать результат в новый список. Но с функцией map это сделать проще и быстрее. Объявим новую переменную, в котором функция map с функцией sq в качестве первого аргумента и списком a вторым аргументом. И выведем b. Как и было сказано выше, функция map выдает map-object, но мы его можем преобразовать, например, в лист. Применим функцию list к результату функции map. И на выходе мы получили новый список с квадратами элементов первого списка. То есть для каждого элемента списка A была применена функция sq, результат преобразования которой мы записали в новый список. В качестве передаваемых функций можно передавать не только встроенные и самописные функции, но и методы объектов, например, функции строк. Возьмем список из строковых объектов в нижнем регистре и преобразуем все элементы в строке в верхний регистр. Зная, что строки поддерживают метод upper, применим функцию upper к объекту str, а в качестве итерируемого объекта возьмем список A. И результат функции map преобразуем в список. На выходе получаем список из объектов типа string с верхним регистром. Важно отметить, что в аргумент функции map мы передаем объекты функции, а не запускаем ее. То есть функция в аргументе прописывается без круглых скобок. Следующая интересная функция преобразования различных итерируемых объектов – это функция filter. Одной из распространенных задач является фильтрация некой последовательности элементов. Для этого есть функция, подобная функции map, функция filter. С помощью функции filter мы исключаем некоторые элементы из последовательности, используя какое-то условие. Для примера зададим функцию isAdult, которая принимает в качестве аргумента возраст человека и возвращает булевое значение true или false, исходя из условия age больше или равно 18 и список возрастов age. Воспользуемся функцией filter,
Она принимает в качестве первого аргумента функцию, которая возвращает true или false, то есть определяет, будет ли включен элемент в выходную последовательность, и вторым аргументом итерируемый объект. Функция, так же как и map, возвращает объект, в данном случае filter object, который мы можем преобразовать, например, в лист. Пройдемся еще раз. К каждому элементу списка age была применена функция проверки, которая выдавала true или false, и все, что было с true, перешло в выходную последовательность функции filter, результат которой мы преобразовали в лист. И в листе сейчас находятся все элементы, по которым функция isAdult выдала true. В функцию filter передается в качестве аргумента только та функция, которая выдает булевое значение, и на основании результата true или false происходит фильтрация. Настало время познакомиться с такими объектами в языке Python, как анонимные или лямбда-функции. Как мы помним из предыдущих уроков, назначение функции в том, чтобы исключать дублирующие части кода. Когда один и тот же код нужно воспроизводить несколько раз. Но в случае, когда нужная нам функция простая и будет использована ситуативно или только в единственном месте, например, в качестве аргумента функции map или filter, существуют анонимные или лямбда-функции. Лямбда-функции или лямбда-выражения – это формат записи функции без ее объявления. В качестве примера трансформируем функцию isAdult в лямбда-функцию, перенесем все на одну строчку, удалим return и скорректируем запись. Результат присвоим в переменную. isAdult равно ключевое слово лямбда, переменная функции и как бы невидимый return и условия. То есть, по сути, мы переписали нашу функцию isAdult, и результат что функции, что лямбды будет идентичен. И вот таким образом, для сокращения записи, мы в функцию map, filter или любую другую функцию, где нужен результат, можем использовать лямбда выражение. Результат будет идентичен. Как видно, большую конструкцию из функций и различных преобразований мы переписали всего в 2 строчки, что, безусловно, сокращает код. Но только не нужно сейчас бежать и все функции, которые у вас есть, переписывать в лямбда выражение, так как лямбда сокращает объем кода, и мы ситуативно выигрываем в производительности, но все-таки снижает читаемость кода для человека. Об этом прямо говорится в руководстве PEP 8, и злоупотреблять лямбда функциями не стоит. В этой лекции мы поговорим о важных особенностях функций, о вложенности и видимости переменных. Есть 4 контекста, в которых существуют переменные, исходя из правила LEGB. Первым идет локальный контекст, local, то есть те переменные, которые непосредственно находятся в теле функции или блоке кода. Including, то есть те переменные, которые находятся на уровень выше в иерархии вложенных функций. Далее идет глобальные, global, которые задаются вне функции и которые распространяются на весь код. И built-in переменные и объекты, которые встроены в саму систему, такие переменные как list, open, dict и так далее. То есть те, которые зарезервированы самой системой и которые мы не можем переназначить. Для начала поговорим о глобальных переменных. Глобальные переменные – это те переменные, доступные в любом месте программы, доступны всем последующим функциям. Однако использование глобальных переменных считается плохим стилем программирования и допускается разве что для задачи глобальной константы, используемой во всей программе. А имена констант принято записывать заглавными буквами, чтобы отличать их от обычных неглобальных и локальных переменных. Локальные переменные – это переменные, объявленные внутри любого блока программы и доступные только в пределах этого блока. Зададим функцию enfunc, у нее будет один аргумент, и она будет пробегать некоторое значение в диапазоне от 0 до x. Внутри цикла for мы создаем переменную n со значением
i плюс 1 и выведем n в консоль. Данная функция – это отдельный блок программы, поэтому все переменные, объявленные внутри функции x, i, n – это все локальные переменные. Все эти переменные доступны только внутри функции enfunc. И если просто вывести переменную n за пределами данной функции, произойдет ошибка, так как такая переменная задана только в рамках функции, и переменной n не существует за ее пределами. Это свойство не относится к циклам while и for. Переменные циклов, объявленные внутри цикла, доступны и за пределами данных циклов while и for. Также определение уже существующей переменной внутри функции не меняет ее глобальное значение. Вот, например, назначим a как 5, и потом после функции выведем значение a. Как видим, значение не поменялось. Дело в том, что когда мы присвоили a равной 5, внутри функции была создана новая локальная переменная с точно таким же именем, и на значение глобальной переменной это уже никак не повлияло. Для того, чтобы мы могли поменять переменную, используется ключевое слово global и указываются глобальные переменные. Таким образом, локальная переменная создана не будет, а будет использована глобальная. После конструкции global переопределяем переменную, но в большинстве случаев так делать не стоит. Такие конструкции с переопределением глобальной переменной в какой-то части кода ведут к ухудшению читаемости, слабому контролю кода и в целом больше провоцируют проблем и ошибок. Лучше всего вместо изменения глобальных переменных присваивать результат функции в новую переменную. Итак, пройдемся по вложенным функциям и областям их видимости. Объявим переменную name и функцию print1, которая выводит в print текст плюс переменную. И в функцию print1 зададим вторую функцию print2, которая также выводит в консоль текст. Попробуем вызвать вложенную функцию print2 и, естественно, получим ошибку, так как в глобальном плане функция print2 не определена. Запустим функцию print1 и видим, что обе функции приняли глобальную переменную Анна и отработали. Пропишем для второй функции локальную переменную name, пусть это будет Alex. И как видим, первая функция отработала с глобальной переменной, а вторая использовала локальную. Первая функция, не найдя у себя локальную переменную, использует глобальную. Вторая уже имеет локальную, которую и использует. Теперь перенесем переменную из второй функции в первую и запускаем. Как видим, обе функции отработали со значением переменной Alex, игнорируя глобальную переменную Анна. Дело в том, что функция первым делом ищет нужную переменную в локальной видимости. Если не находит, идет по иерархии выше. Пока не найдет including переменную, что и произошло. Важно отметить, что переменная со значением Анна является глобальной переменной для обеих функций, а Alex является локальной переменной для первой функции и including для второй. Таким образом, мы можем создавать вложенные функции и передавать переменные из одной функции в другую, понимая правила иерархии LE-GB. В этой лекции мы поговорим об одной из продвинутых тем в Python – декораторы. Декораторы часто применяются в фреймворках Django, Flask, фреймворках для юнит-тестирования и так далее. Вообще, декоратор в Python – это функция, которая в качестве аргумента принимает другую функцию и расширяет ее функционал без изменения последней. Функция в Python также является объектом и, следовательно, может быть передана в другую функцию. Декоратор как бы оборачивает ее в свой функционал. Возьмем функцию printText с одним аргументом,
которая выводит в консоль полученный аргумент. Допустим, мы хотим обернуть результат данной функции в тег HTML. Для этого пропишем функцию, которая принимает функцию в качестве аргумента, и вложенную функцию обертку, которая принимает значение этой функции. В параметры прописываем конструкцию args и quarks, чтобы была возможность принимать все возможные параметры. Далее прописываем функционал. Основная функция, далее до вызова функции, в нашем случае это открывающий тег div, и функционал после вызова функции. И в return вернем нашу обертку. Что у нас получилось? Функция tagMaker принимает в себя объекты функции. Объект функции содержит в себе параметры, которые мы передаем в функцию обертки в wrapper. Далее код, который должен исполниться до функции, конструкция запуска функции и код после функции. Переприсваиваем результат функции tagMaker с аргументом в виде функции printText и вызываем функцию, передав ей параметр. Tag1 равняется tagMaker, тем самым вызываем обертку с аргументом printText. Тем самым мы передаем объект этой функции printText в функцию tagMaker. Графически это выглядит так. Смотрите, когда мы вызываем функцию tagMaker с аргументом printText, функция tagMaker возвращает wrapper, и переменная tag1 и будет ссылаться на этот wrapper, на функцию обертки. И затем, уже используя переменную tag1, мы можем вызвать функцию обертки в wrapper, и так как эта обертка расширяет функционал исходной функции printText, мы таким образом через декораторы дополним вызов нашей функции с дополнительным функционалом. Вызываем функцию wrapper с аргументами для функции printText. И получаем конструкцию, где результат одной функции обернут в результат другой функции. Но так как запись через присвоение объекта, а потом вызов функции выглядит не очень красиво, существует специальный синтаксис для применения декоратора. Первым делом важно, чтобы сам декоратор был выше функции. Далее пишем конструкцию, знак собачки и имя декоратора. Теперь при обычном вызове исходной функции к ней всегда будет применяться декоратор. Возьмем еще один пример, но уже из юнит-тестирования. С помощью декоратора мы сможем измерить скорость работы функции. Для начала импортируем модуль time и dataTime. Далее пишем конструкцию декоратора. Функция rectime с аргументом func, функция wrapper с args и quarks. Задаем переменную start, которая будет фиксировать значение текущего времени. Далее функция, которую мы оборачиваем. Переменная done, которая также берет текущее время и вычитает время начала старта. Таким образом, вычисляя, сколько времени было затрачено на функцию. И выводим красивый текст в консоль, не забывая про return. Далее пропишем функцию, которая будет просто ждать, допустим, 3 секунды. Из модуля time метод sleep с параметром 3. Оборачиваем функцию в декоратор и вызываем данную функцию. Как видим, счетчик сработал. Таким образом, можно тестировать различные функции и реализации и понять, какой из выбранных путей занимает наименьшее количество времени. При работе с декораторами, как я уже говорил выше, существует такая особенность, что при вызове основной функции с декоратором функция ссылается на декоратор. На этом примере я добавил документацию для каждой функции, чтобы было наглядней. Если мы вызовем метод help для функции с декоратором, мы увидим, что ссылка идет не на функцию, а на декоратор. Само по себе это не очень удобно, уменьшает читаемость и контроль кода, так как мы не видим исходного назначения функции без декоратора. Для этого существует решение декоратор wraps из модуля function tools. Конечно, это не совсем логично использовать декоратор для написания декораторов, но этот декоратор позволяет передать информацию из реальной функции в help, а не из функции обертки. Для этого импортируем wraps из function tools. Далее прописываем декоратор wraps в декораторе, который используем, передав параметр функции. И как видим, с помощью декоратора wraps консоль выдала имя нужной функции с верной документацией.
И это работает, а мы не теряем преимущество основного декоратора. В этой лекции вы познакомились с декораторами, узнали принцип работы декораторов и инструменты для повышения читаемости кода при использовании декораторов. В этой лекции поговорим об ошибках и исключениях в Python и разберем, как работать с ошибками и исключениями на двух примерах. Но для начала начнем с того, какие ошибки бывают. Первое – это синтаксические ошибки. К примеру, используя функцию print, вы вводите большой текст, перенося его на несколько строк. И допустили синтаксическую ошибку, забыв поставить скобку. Продолжаете писать код дальше, допустим, еще один print, и запускаете код. Консоль выдает, что это syntax error. Но обратите внимание, syntax error указан на 5-й строке, а не на 1-й или на 3-й, где находится ошибка. Это связано с тем, что инструкцию, находящуюся на 1-й строке, мы не закрыли. И инструкция в данном случае заканчивается там, где заканчивается сама программа. Я показал это для того, чтобы вы увидели, что не всегда консоль выдает четкое место, где произошла ошибка. Конкретно в этом примере ошибка на 3-й строке, но в выводе ошибки не 3-я и даже не 1-я, что было бы более логично, а последняя строка. Что делать с синтаксическими ошибками? Тут без вариантов, их нужно исправлять, так как синтаксические ошибки в принципе не дают запустить код. Второй вид ошибок – это, грубо говоря, ошибки, не зависящие от вас, как программиста. К примеру, их может сгенерировать пользователь, или если это веб-приложение, то может упасть сервер или API. Ну, самый простой пример – это обычный калькулятор с делением. Напишем его. Пусть переменная a будет первым числом, берем input и преобразуем его к типу integer. Также и второе число в переменную b, а вывод будет a, деленное на b. Пробуем. 6 делить на 3 равно 2. Работает. Теперь попробуем 2 разделить на 0. Очевидно, что на 0 делить нельзя, и мы получим ошибку. И программа завершит свою работу. Получается, мы создали работающую программу, а пользователь использовал ее неверно, и программа остановила работу. Что здесь можно сделать? Можно предотвратить ошибки конструкции if-else, например. Поставить проверку, не является ли вторая переменная нулем. И если переменная не 0, то выводить значение в консоль и производить операцию деления. Хорошо, предположим, что сделали, но пользователь может вообще ввести не число, а допустим просто текст. То также будет ошибка. И в принципе ее тоже можно предотвратить, прописав проверку с конструкцией if-else. Именно предотвращение ошибок – это первая ступень защиты от падения программы. Но всех ошибок не предотвратить, и поведение всех пользователей тоже не предугадаешь. А программа должна работать в любом случае. Для этого и есть исключения. Для наглядности оберну калькулятор в цикл while, и получится калькулятор, который работает вечно. Но только до того момента, пока не произойдет ошибка. И вот для того, чтобы программа не падала при ошибках, есть специальная конструкция try-except. В блок try мы прописываем тело программы, а в except то, что делать при возникновении ошибки. Пропишем, что ничего не делать. Except pass. Проверяем. И да, даже при условии ввода некорректных данных все отлично работает, и программа не падает. Но есть одно но. В случае, когда ошибка все же случается, пользователь этого не видит и не понимает, что происходит. От него вновь и вновь требуется ввести число. В таком случае нужно вместо pass вывести информацию о том, что произошла ошибка. Но в нашем примере ошибок может быть как минимум 2. Это деление на 0 и value error. Мы можем отловить эти ошибки, указав пользователю, где именно произошла ошибка, на какой стадии и что он делает не так. Пропишем в блок except имя ошибки и указываем, что делать в случае возникновения конкретно этой ошибки.
Пропишем это для Zero Division Error и Value Error. Это очень похоже на конструкцию if-else. Если ошибка такая, то делай так. Если другая, делай по-другому. И теперь при возникновении ошибки будет отрабатывать та или иная ветка обработки. При этом программа падать не будет. Но это мы прописали для конкретных ошибок. Нужно отловить все возможные ошибки. Для этого есть специальная конструкция. Пишется она обязательно в конце, после всех написанных эксептов. Конструкция выглядит так. Except, далее ключевое слово exception, далее конструкция as e, то есть мы exception представляем как переменную e и выводим e и тип e. Теперь, закомментировав все остальные эксепшены, посмотрим, что выводится в консоль. И видим, что в консоли у нас и класс ошибки, и сама ошибка. Отлично, мы отловили все известные нам ошибки, а также неизвестные. Важно отметить, что у блока try except есть еще и завершающий блок. Это блок finally, то есть то, что должно произойти в любом случае. Он не обязательный, но к нему также можно найти применение. Пишется он так, finally, а в сам блок пишем тот код, который должен произойти в любом случае. Пусть для примера это будет print, который выводит в консоль «Операция завершена». И он будет выводиться в любом случае, есть ошибка или нет, это не важно. То есть логика работы с эксепшенами такая. Первый уровень – это мы делаем необходимые проверки для предотвращения появления ошибки. Второе – мы прописываем эксепты на те ошибки, которые мы точно знаем, что могут произойти. И в конце прописываем конструкцию, которая отловит вообще все возможные ошибки, которые могут случиться. А в finally выводим то, что должно произойти в любом случае, если нам это необходимо. Ну, пример с калькулятором, он исключительно учебный. Теперь разберем тему на примере скрипта, который можно использовать для проверки работоспособности сайта, лежит он или нет. Делается это обработкой request запроса. Создадим такой запрос. Для начала установим request, прямо тут в терминале pip install request. Импортируем request, далее создадим get запрос. Пусть это будет сайт Яндекса. И получаем ответ 200. Ответ 200 – это код ответа HTTP запроса, который указывает на то, что с сайтом и сервером все в порядке, и ответ от сервера «Окей». Если мы напишем несуществующий путь к странице Яндекса, то он выдаст ответ 404, что означает, что страница не найдена. Я уверен, вы видели такую ошибку на сайтах. Также ошибка может быть и 503, и другие коды. И мы можем разобрать все эти коды с помощью конструкции if-else, прописав, что именно происходит с нашим сайтом. Но если сервер в принципе лежит полностью, то респонс ответа не будет вообще. И модуль response выдаст совершенно другую ошибку. Проверим на примере субдомена к моему сайту. Сервер точно лежит, так как я его выключил в ручном режиме. Пропишу aaa getwebcode.ru, запускаем. Он долго думает и потом выдает большое количество ошибок. Нужное нам находится в самом низу. Это connection error. То есть request в принципе не получил никаких ответов, что и означает, что сервер упал. Попробуем отловить эту ошибку. Пусть при ней выводится в консоль «Сервер упал». Проверим. Да, так и получилось. Теперь можно обернуть весь скрипт в цикл while, а также добавить timesleep, пусть будет минута, предварительно импортировав модуль time. И если ответ 200, то ничего не делать. Если ошибка 503, то сервер работает, а сайт не работает. А если вообще ответа нет, то сервер спит. И данную информацию можно вывести сообщением в консоль. Добавим также data time,
так чтобы зафиксировать время падения сервера. И, конечно же, можно записать данную информацию не только в print, а, например, в файл, или запускать функцию отправки сообщения в Telegram-бот или на почту. Вариантов оповещения очень много. В этой лекции мы с вами разобрали принципы обработки ошибок и исключений, и на примере посмотрели возможности Python обрабатывать ошибки, не прерывая работу программы. Используйте конструкцию try, except, finally в своих скриптах и функциях. Всем привет! С этой лекции мы начнем изучать объектно-ориентированное программирование и его реализацию в языке Python. Вы изучите понятия классов, объектов, методов. Это более продвинутая тема, в отличие от того, что вы изучали ранее. Сразу следует отметить, что ООП – это совершенно другая парадигма программирования, нежели структурное программирование, основу которого в основном образует функциональное программирование. По сути, мы с вами рассматривали структурное программирование на начальных занятиях по Python. Здесь же перейдем на следующий уровень написания программ в соответствии с объектно-ориентированным программированием. Все, что мы писали до этого, писали в процедурном стиле. Код, который писали, выполнялся последовательно, строка за строкой, состоял из функций, циклов и переменных. До изобретения и внедрения ООП весь код был такой. И в принципе в этом нет ничего плохого, и Python позволяет писать код и в процедурном стиле. Но это удобно, пока программа маленькая, в пару десятков строк кода. С этим нет проблем. Читаемость легкая, запутаться сложно, а большие части кода разбиваются на отдельные функции. Но когда программа большая, в 10-20 тысяч строк кода, разобраться в ней нереально. Для упрощения работы и было придумано ООП. Объектно-ориентированное программирование. ООП на данный момент поддерживается почти всеми языками программирования, а Python хоть и поддерживает процедурный стиль, но в основе языка лежит ООП. Поэтому все в Python является объектом, переменные, функции и так далее. За основу парадигмы ООП взято то, что все в мире, в природе, вокруг нас состоит из объектов. И объекты имеют определенные функции, а также могут взаимодействовать между собой. Общий принцип я попробую объяснить на примере из реальной жизни. Рассмотрим современные мобильные телефоны. Изначально все телефоны были проводные и имели две функции – принимать звонок и совершать звонок другому человеку, а сигнал проходил по проводу. Потом кому-то в голову пришла идея сделать его мобильным, избавиться от проводов. Была придумана новая концепция на основе старых технологий. То есть для создания нового класса мобильный телефон были использованы уже существующие наработки проводного. Звонить и принимать звонки, но уже с новым функционалом – быть мобильным. То же самое и в концепции наследования в объектно-ориентированном программировании. Мы можем брать ранее созданные классы, выполняющие определенные задачи, и затем видоизменять их под текущий проект. В этом случае создается новый класс на основе существующего и дополняется необходимыми функциями. Наследование – это первый столб, на котором базируется ООП. Далее, в процессе развития, мобильник развился в смартфон. Для этого были взяты функции класса «мобильный телефон» и добавлены функции класса «компьютер», «фотоаппарат», «телевизор» и так далее. Произошло множественное наследование, так как функции проводного телефона в смартфоне работают точно так же, как и функции фотоаппарата и телевизора. Далее, чтобы смартфон представлял собой единый объект, а не просто набор экрана, камеры и телефона, функции родителя были переопределены под нужды устройства. Ну и действительно, при просмотре видео с телефона мы не используем пульт и не проявляем фотографии вручную при фотографировании. Тем самым функции остались, но реализация этих функций была изменена под конкретные нужды. И в новом созданном классе можно вызвать функции наследуемого класса так, словно они определены в новом классе. Это называется полиморфизм в объектно-ориентированном программировании. Благодаря полиморфизму программист будет работать с новым классом,
как с единым объектом, используя всю необходимую функциональность, несмотря на то, что он является лишь производным от другого класса. А про базовый класс он может даже и не знать. Это второй столб ООП – полиморфизм. В момент использования смартфона вы можете звонить, делать фото, читать интернет и так далее. Но вся начинка и реализация, процессор, система, камера, электрическая схема скрыты от пользователя. Для пользования знать и видеть начинку ему не обязательно. Достаточно лишь знать последовательность действий и больше ничего. Ровно это и делает инкапсуляция в ООП. Инкапсуляция – это возможность закрывать данные и методы класса от внешнего вмешательства. И вся работа с классом возможна только через разрешенные интерфейсы и методы. Вот так в целом можно себе представить три основные концепции, лежащие в основе парадигмы ООП. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Класс можно воспринимать как некую схему, чертеж, по которому конструируются его экземпляры. То есть мы знаем, что современный смартфон должен обладать камерой, экраном, батареей, процессором и так далее. И это и есть класс. А сам смартфон, физический телефон, это уже объект. И у объекта смартфон может быть различное значение мегапикселей в камере, разрешение экрана, другой процессор и так далее. Но объект совсем без экрана – это уже не смартфон. Закрепим материал. В ООП есть три основные концепции. Наследование – это когда свойства одних объектов мы передаем в другие. Полиморфизм – это когда мы изменяем свойства класса родителя под новые нужды. И инкапсуляция – это сокрытие внутренней реализации функционала от пользователей объектов класса. В этой лекции мы более подробно познакомимся с классами в ООП. Говоря о классе, обычно приводят такую аналогию, что класс – это чертеж, рецепт изготовления, спецификация, инструкция, конструктор, по которому изготавливаются экземпляры класса, то есть описание объекта, документация. А характеристики объекта в Python называются атрибутами класса. Функции объекта в классах называются методами. Как пример из реальной жизни, класс объект собака, из атрибутов может быть кличка, порода, возраст и так далее, а из функций прыгать, бегать, лежать. То же самое с автомобилями. Класс машин, объект машина, атрибуты марка, модель, скорость, год выпуска, а из функций ехать, останавливаться, поворачивать и так далее. Тем самым, имея под рукой класс, мы можем создать неограниченное количество экземпляров этого класса, объектов. И все свойства, присущие классу, будут и у объекта этого класса. На самом деле, по ходу курса мы уже знакомились с классами, когда разбирали типы данных в Python. Например, класс list, список и его методы. Создадим list и проверим тип. И видим, что это класс list. Вызовем функцию help на list. Консоль выдала документацию по классу list. Сначала идет описание, потом методы. Не все методы мы использовали и не со всеми знакомы, но с методом append, clear, copy, pop, remove мы уже знакомы. Разработчики языка Python создали внутренний класс list, указали его атрибуты, разработали функции, которые можно применять, а мы, в свою очередь, даже не заглядывая глубоко в документацию, можем создавать сколько угодно экземпляров класса list, и функции класса list будут работать на всех экземплярах, элементах класса. Мы также можем создавать собственные классы и методы. В качестве примера опишем с помощью класса комментарий с сайта. Комментарий будет иметь три атрибута: дата написания, количество лайков и текст комментария. А в качестве функций, которые в классах именуются методами, мы будем выводить комментарий в консоль и редактировать. Создадим класс. Для этого используем ключевое слово класс. Далее идет название класса. Название принято записывать в camel case, то есть каждое слово с заглавной буквы. Далее квадратные скобки и двоеточие. Далее, не обязательно, но я вам советую, писать документацию. Описание класса. Это делается так же, как и у функций. 3 двойные кавычки в начале и 3 двойные в конце. Далее нужно произвести инициализацию класса.
Инициализация – это функция, которая по сути говорит о том, что класс создан с определенными атрибутами. Иными словами, конструктор класса. Метод init нужен для того, чтобы была возможность прописать атрибуты класса в момент создания класса. В принципе, можно обойтись и без конструктора, записав атрибуты класса в виде переменных, как, например, это делается в моделях и классах Django. Но я покажу пример с конструктором. До Django мы еще дойдем. Метод init выполняется каждый раз при создании нового экземпляра класса. Отвечает за базовый функционал при создании объекта. Init – зарезервированное имя метода в системе. Метод init определяется с одним обязательным параметром – self, и параметрами атрибутов, которых может быть множество. Прописываем self, а также дату, текст и likes. Это будут атрибуты нашего класса. То есть эти три переменные будет принимать функции инициализации экземпляра класса init для создания класса. Атрибут self – это ссылка на экземпляр класса, который указывает методом, что мы работаем с экземпляром класса. Это обязательный параметр в определении метода, и мы его прописываем не только в init, но и во все методы в классе. Далее, используя ссылку на объект self, мы прописываем входящие функцию init параметры, переопределяя их. Используем такую конструкцию self.attribute равно входящий параметр. Имя атрибута и входящего параметра одинаковы. Немного странная конструкция, и это связано с тем, что язык Python зачастую не имеет строгих правил для написания различных конструкций и базируется на договоре между программистами. И тут как раз такой случай. Первый параметр self именуется по договоренности, так же как и переопределение входных параметров с использованием конструкции self.attribute равно атрибут. Далее прописываем остальные атрибуты таким же образом. Теперь при создании экземпляра класса мы будем передавать только те параметры, которые нам нужны. Self передавать не нужно. Попробуем создать экземпляр класса. Пусть это будет newComment. Равно, пишем имя класса и в скобках передаем атрибуты дата, текст, количество лайков. И следующей строкой выводим тип этого объекта. Как видим, элемент класса comment. Так как класс имеет атрибуты, мы можем прочитать их, обратившись к объекту через точку, передав атрибут. Таким же образом мы можем прочитать и другие атрибуты объекта. А раз мы можем обратиться к атрибуту объекта, чтобы его прочитать, значит мы можем и изменить значение, переназначив его. Обратимся к атрибуту объекта и присвоим новое значение. Проверяем. И как видим, атрибут поменялся. Создадим второй экземпляр класса таким же образом. И вот на этом этапе вам станет более понятно назначение классов. Смотрите, так как у нас есть класс, который является по сути конструктором, и мы можем создать неограниченное количество экземпляров классов с помощью этого конструктора, но количество действий, которые мы хотим проделать с объектом, ограничены нашей задачей. Поэтому все нужные функции мы можем прописать в самом классе и применять их к любому экземпляру класса. Пропишем три метода для вывода всей информации в консоль, увеличения количества лайков и для изменения текста. Напомню, метод – это обычная функция, и правила написания методов такие же, как и у функций. Просто методом называется та функция, которая относится к классу. Далее пишем def с обязательным параметром ссылки на объект self, комментарий и в нашем случае обычную функцию print. И форматирование строки. Как видите, вместо переменных в фигурных скобках идет конструкция ссылки self. И атрибут, так как нам нужно обратиться именно к объекту класса, а не к переменным внутри класса. Если просто написать data, то интерпретатор не найдет такую переменную. Запись self.data идентична записи newComment.data. Следующей функцией будет изменение счетчика лайков при вызове этой функции. При вызове количество лайков будет увеличено на 1. Важно отметить, что для корректной работы функции значение лайков нужно принудительно перевести в
в тип integer. Функция изменения текста, помимо обязательного параметра self, будет принимать в себя параметр нового текста. И тут тоже все просто. Self text равен new text, который мы будем передавать в функцию. Теперь, используя точечную запись, мы можем обратиться к любому методу для нашего объекта. Возьмем первый метод, который выводит в консоль весь комментарий. Пишем имя экземпляра нашего класса, точка и метод. Точно так же, как мы вызывали функции. Запускаем. Отлично, метод отработал, и мы видим его результат. Тот же метод применим ко второму экземпляру. Все работает идентично и будет работать и для третьего, и четвертого, и последующих объектов экземпляров класса. Применим второй метод, увеличим количество лайков. После выведем коммент целиком. Это сработало. И еще раз. Да, количество лайков растет. Следующий метод изменения комментария. И если мы просто запустим метод без аргументов, будет ошибка, так как есть обязательный аргумент newText. Пропишем его так же, как мы прописывали аргументы в обычных функциях. newText. И запускаем. Как видим, текст применился. Независимо от того, сколько у нас в классе методов, мы можем обратиться к методу через точку к любому из них. И он сработает с любым экземпляром нашего класса. На самом деле, ООП не самая сложная тема. Важно понимать, что такое объекты, а в Python это по сути все. И классы, которые являются по сути конструктором объекта. В этой лекции вы познакомились с концепцией ООП, научились создавать классы, задавать атрибуты и методы, создавать объекты на основе классов и работать с ними. Продолжаем работу с классами и ООП. Тему, которую мы затронем в этой лекции, это наследование и полиморфизм. При работе над новым классом не обязательно составлять его с нуля, в том случае, когда новый класс и его объекты похожи на объекты первичного класса. Проще всего это будет объяснить на примере автомобилей. Я уже его подготовил. У нас есть класс машин с атрибутами бренд, модель, год выпуска и пробег. Мы можем посмотреть функцию о машине методом showCar, где выводятся все атрибуты в print. Так же, как мы делали это на предыдущем уроке. И метод drawCar, метод поездки, где мы прибавляем пройденные километры к показателю пробега. Создадим экземпляр класса Car с параметром Lada Granta 2020 года с пробегом в 10. Выведем информацию. Получили информацию об экземпляре. Теперь виртуально проедем на этой машине 100 километров. Для этого в метод drawCar передадим 100. И еще раз выведем информацию. Как видим, все работает. И данный класс подходит к абсолютно любому автомобилю, так как у каждой машины есть бренд, год выпуска и пробег. Но что если мы хотим сделать новый класс электроавтомобили с атрибутом показателя заряд аккумулятора? Просто добавить атрибут батареи в класс Car мы не можем, так как не у всех авто есть батарея. Но мы можем создать новый класс для электромобилей. И самое главное, так как электромобиль это тоже автомобиль и имеет те же атрибуты, нам не обязательно копировать класс Car, а можно провести наследование атрибутов из методов класса Car в класс электромобиль, дополнив своими атрибутами. Применение методов и атрибутов одного класса в другом называется наследование. Принимающий класс называется потомком, а передающий родительским классом. Попробуем создать класс электромобиль, наследуясь от основного класса Car. Пишем ключевое слово класс, название класса, пусть это будет электрокар. Далее открываем скобки, и здесь уже первый нюанс. Для того, чтобы наследовать все атрибуты и методы родительского класса,
нам нужно указать здесь в скобках, от кого мы наследуемся. Мы, соответственно, наследуемся от класса car, от основного, поэтому здесь в скобках мы его и указываем. Ставим двоеточие и начинаем описывать наш класс. Также у нас есть возможность дополнить конструктор базовый метод init, переопределить, либо как-то дополнить, подогнать, переписать его под наши потребности нового класса. Но перед этим давайте напишем некий комментарий. Атрибуты электромобиля, указывая, что здесь мы будем задавать какие-то атрибуты, которые свойственны только электромобилям. Далее мы пишем def и уже знакомый нам init. Передаем self обязательно. И также мы принимаем все параметры, которые принимает родитель. Все выходные параметры принимаем здесь, через запятую. И на данном этапе больше никаких параметров не нужно. Также не забываем писать комментарий. Пишем инициализация атрибутов класса родителя. То есть, смотрите, мы здесь инициализируем все эти же самые атрибуты, которые есть и у родителя. Собственно, вот тут они все и записаны. Мы их переносим, копируем в дочерний класс. Сделали. Далее, чтобы все это работало, нам нужно использовать конструкцию supper. Пишем supper. В процессе я объясню, что это такое. .init. И пробрасываем сюда все атрибуты родителя. Есть, прописали. Все, здесь больше никаких двоеточий, ничего делать не нужно. А теперь посмотрим, что здесь записали. Давайте пойдем построчно. Так и начнем с этой точки. Здесь мы создаем экземпляр класса электромобиля, который строится на основном классе родителя, на классе car. Это мы подтверждаем, указав в скобках, соответственно, родительский класс. Тем самым мы создали новый класс, дочерний класс, используя класс родителя, car. Теперь переходим к методу init. Метод init получает информацию, необходимую для создания экземпляра класса car. То есть, по сути, мы здесь копируем все те же атрибуты, которые мы используем для класса car. Все, что мы здесь используем, мы копируем в дочерний класс. Потому что мы будем обращаться ко всем этим атрибутам. Если бы нам не нужно было бы какие-то конкретные атрибуты, например, год выпуска или пробег, мы бы их не указывали. Теперь поговорим о функции supper. Функция supper – это специальная функция, она помогает связать потомка и родителя. То есть класс electrocar – это потомок, а основной класс – это car, родитель. И функция supper говорит Python вызвать метод init класса, являющимся родителем для этого класса, и связывает метод init в этом классе с классом родителя. Для чего мы это делаем? В результате этого связывания дочерний класс Electro получает все атрибуты класса родителя, класса car. Название метода supper происходит от распространенной терминологии, где класс родитель еще именуется суперклассом, а дочерний класс называется потомком или субклассом. Проверим, правильно ли мы все сделали. Создадим новый экземпляр класса electrocar, используя те атрибуты, которые мы унаследовали от родителя. Пусть это будет Tesla. Далее инициализируем экземпляр класса, обращаясь к дочернему классу electrocar. Пробрасываем в него все те же параметры, которые доступны и у родителя, и у потомка, соответственно. Мы пишем бренд Tesla, модель T, год 2017 и пробег пусть будет 10 тысяч. Создали экземпляр. Теперь вызовем метод класса родитель к экземпляру дочернего класса. Методы из класса car к объекту electrocar. Пусть это будет showCar. Tesla.showCar. И видим, все отлично получилось. Тем самым мы сэкономили большое количество места. Не писали методы, а автоматически унаследовали их при помощи всего лишь 2 строк кода. Здесь и раскрываются все преимущества классов, колоссальная экономия кода и, как следствие, улучшенная читаемость и контроль. Теперь расширим функционал класса electrocar, добавив в него специфические функции для электромобилей. Пусть это будет емкость батареи. В init метод пропишем назначение батареи по умолчанию, таким образом. self.battery равно 100. Так как self.battery у нас не передается в аргументах метода, этот атрибут будет добавлен к экземпляру автоматически с дефолтным параметром 100.
То есть при создании нам не нужно прописывать этот атрибут battery. Но при обращении к этому атрибуту он будет существовать. И как раз напишем метод, чтобы в этом убедиться. Пишем dev, имя пусть будет description battery. Из параметров только self, не забываем про комментарий. Пусть выводит информацию о батарее. Далее print, емкость батареи. Self-battery, процент. Не забываем перевести self-battery в строку. Теперь посмотрим, что нам доступно. Обратимся к нашей Тесле и вызовем метод, который у нас будет выводить сообщение о состоянии нашей батареи. И видим, все получилось. Замечательно. Но этот метод уже не будет работать у основного класса, суперкласса car. То есть этот метод, он не универсальный и работает только для потомка. Таким образом работает наследование. Еще хочу рассказать вам о такой интересной и важной возможности, как переопределение методов класса родителя у потомка. Для того, чтобы переопределить родительский метод, необходимо создать метод с таким же названием. Можно прям копировать и вставить. И далее меняем поведение метода, как нам требуется. К примеру, удалим из вывода год и пробег. Тогда, обращаясь к объекту класса ElectroCar с методом showCar, будет отрабатывать уже переопределенный метод. Проверим это. Замечательно, видим только бренд и модель. При этом объект класса Car работает с методом класса Car и выдает полную информацию. Так работает Python, если мы переопределяем родительский метод. То есть суперкласс, метод переопределяем в его потомке. И Python игнорирует метод родителя, а берет метод, который находится в потомке. Что, собственно, мы и сделали. Переопределили метод. Главное записать имя метода один в один. А в теле функции вы можете делать все, что вам необходимо. Вы даже можете здесь ничего не выводить. Или вывести print. К примеру, для электромобиля этот метод недоступен. Python игнорирует родителя и выполняет метод, который указан в ребенке. Это и есть полиморфизм в Python. Изменение функционала в дочерних классах. Следующая очень удобная возможность классов в Python – это использование объектов одних классов в качестве атрибутов других классов. Эта возможность позволяет дробить и сегментировать код, разделяя классы с большим количеством атрибутов и методов на более мелкие, но логически связанные классы. Возвращаясь к нашему примеру с автомобилями, мы ввели показатель батареи в класс ElectroCar. И на данный момент мы просто выводим значение. На логику поведения батареи мы можем развивать очень и очень долго. И в какой-то момент объем кода потребует вынос всех атрибутов и методов, связанных только с батареей, в отдельный класс. А далее для взаимодействия есть два пути. Либо множественное наследование, либо использование экземпляра класса как атрибута. Посмотрим, как ведет себя экземпляр класса. Создадим новый класс battery. Это самостоятельный класс, который ничего не наследует. Инициализируем его и перенесем значение, которое мы передавали как дефолтное, в параметры инициализации, как дефолтное. Данная запись означает то, что если мы создадим экземпляр класса battery без выходных параметров, будет применено дефолтное значение 100. А если с параметром, то выходной параметр будет принят за нужное значение, игнорируя дефолтное. Далее все привычно. Self-battery равно battery и переносим методы, относящиеся к этому классу. Данный класс в коде должен быть обязательно выше того класса, где мы будем использовать его экземпляр. Теперь в классе ElectroCar в init нужно аргументом прописать параметры battery. Вносим его self-battery, который равен экземпляру класса battery с круглыми скобками. Данная запись идентична такой записи создания экземпляра класса. Тем самым при инициализации ElectroCar будет создан экземпляр класса battery и присвоен аргументу в классе ElectroCar. То есть в качестве атрибута любого класса мы можем использовать объект другого класса. Вернемся к нашему объекту, класс ElectroCar,
И теперь, чтобы обратиться к значению battery, мы можем использовать такую конструкцию. Объект Tesla. Далее обращаемся к атрибуту battery, а так как атрибут battery сам является объектом класса bat, мы можем обратиться к его методу, ставим точку и метод из класса battery. Запускаем, и все получилось. Еще раз проговорю. Мы обращаемся к экземпляру одного класса, к его атрибуту, который, в свою очередь, сам является объектом другого класса. А далее обращаемся к методам, доступным другому классу. Тем самым мы можем использовать экземпляры одного класса как атрибуты в другом классе. Что касается наименований классов и методов, тут вы могли немного запутаться, но по идее можно записать эти названия по-разному, чтобы было наглядно. Но рекомендации PEP8 говорят нам о таком синтаксисе, как о единственно верном. Также важно отметить, что классы в Python поддерживают и множественное наследование. Это когда при создании одного класса используются два класса родителя, и дочерний класс может принять в себя атрибуты класса родителя. Но есть важный момент. Нужно учитывать пересечение атрибутов родителя, чтобы избежать случайного переопределения. Например, если у первого родителя будет такой же атрибут, как и у второго. И в таком случае лучше переопределить родительские атрибуты непосредственно в дочернем. Здесь нужно быть более внимательным. В этой лекции мы обсудим еще одну парадигму объектно-ориентированного программирования, такую как инкапсуляция. Напомню, инкапсуляция – это сокрытие внутренней реализации, обработки защищенных атрибутов от других объектов системы. То есть, это возможность нам, как разработчикам, скрыть внутренние методы и аргументы от других разработчиков, предоставив им только ограниченный доступ или запретить доступ совсем. В Python различают три типа атрибутов и методов. Это публичные, приватные и защищенные атрибуты. Давайте разберем на примере каждый из них. Я подготовил заготовку на абстрактном примере логина на сайт ВКонтакте. У нас есть имя пользователя, его логин, ID и пароль. Есть метод, который так и называется логин ВК, который проверяет логин и пароль, и если они совпадают, то в консоль выводится «Привет» плюс имя, и результат этой функции true. Надеюсь, здесь логика ясна. Теперь предположим, только предположим, аналогия взята чисто для примера, что этот класс существует только на сайте ВК, а все, что за пределами этого класса, любое другое место в интернете. Создадим объект класса с параметрами и попробуем залогиниться. Да, все получилось. Теперь посмотрим, можем ли мы прочитать атрибуты вне нашего класса. Конечно, можем. И мы даже можем поменять данные, например, сменить имя. И как видим, имя поменялось. И вот такие атрибуты называют публичными, так как они доступны за пределами класса. Но я думаю, никому бы не хотелось, чтобы ваши данные были так легко доступны. И наша задача изменить аргументы таким образом, чтобы сделать их недоступными за пределами класса. Для этого у нас есть protected и privat или защищенные и приватные атрибуты. Начнем с защищенных. Чтобы создать защищенный атрибут в Python, нужно добавить перед ним одно нижнее подчеркивание в блоке инициализации, а также в методах класса. Проверим с помощью метода login. Как видим, все отработало. Теперь проверим, есть ли у нас доступ к защищенным атрибутам вне нашего класса. Запускаем программу и видим, что все же доступ у нас сохранился. И переменные с нижним подчеркиванием, то есть protected, не решили нашу проблему. Так в принципе, зачем они тогда нужны? В Python
принято ставить нижнее подчеркивание, то есть обозначать, что данный атрибут защищенный на уровне согласования между разработчиками. То есть сам язык программирования дает вам доступ к этому атрибуту. Но если вы видите такой атрибут в коде, это означает, что данный атрибут не стоит использовать вне классов. Он предназначен только для нужд внутри класса. Python на уровне языка не запрещает обращаться вне класса и получить доступ к такому атрибуту. Но по соглашению и рекомендациям этого делать не стоит. Так как же нам ограничить доступ к этим атрибутам? Тут на помощь нам приходят приватные атрибуты. Для того, чтобы создать приватный атрибут, нужно добавить два нижних подчеркивания перед ним. Записали. Теперь запускаем программу. И видим, что доступ к таким атрибутам вне класса у нас нет. Мы получили ошибку. Но перед ошибкой мы видим результат метода login. И это значит, что мы можем обращаться к этим атрибутам внутри класса. Метод, который находится внутри класса, отработал вовне. И с помощью этого метода происходит скрытие обработки приватных атрибутов. Это и есть инкапсуляция. Тем самым мы можем залогиниться, а вот посмотреть логин и пароль уже не можем. Данные логина и пароля мы инкапсулируем в наш метод. Помимо атрибутов, защищенными и приватными у нас могут быть и методы. Приватные методы обозначаются также двумя нижними подчеркиваниями, и они будут доступны только внутри класса. Вспомнив про наше допущение, что наш класс, как будто это сайт ВКонтакте, мы можем предоставить доступ методу логина на сторонние сайты, скрыв от стороннего сайта реализацию проверки логина и пароля. Я уверен, вы сталкивались с таким на сторонних сайтах, как войти через ВК. Для этого напишем функцию public login, которая внутри класса будет запускать приватную функцию логин. Теперь проверим. Попробуем запустить приватный логин. И у нас ничего не вышло, так как это приватный метод. Запускаем публичный логин. И тут все получилось, так как сам метод публичный, и мы имеем доступ к нему вне класса. А он, в свою очередь, запускает приватный метод, который доступен только внутри класса. Тем самым сторонним пользователям доступен функционал логина, но недоступны реальные методы проверки логина и пароля. То есть пользоваться можно, а узнать, что там под капотом, нельзя. Важно, что стоит отметить, это не настоящие методы защиты данных от стороннего проникновения. Даже с приватным методом мы 100% не защищены от чтения и изменения данных. И в Python все это строится исключительно на договоренности между программистами. Вы, как программист, видя приватный или защищенный метод, просто понимаете, что переопределять его нельзя. Но сам язык Python позволяет это сделать с помощью такой конструкции. Стоит ли это применять? Конечно же нет, но знать объективно стоит. Подведем итог. В этой лекции вы познакомились с парадигмой инкапсуляции и тем, как она реализована в Python. Узнали о публичных, приватных и защищенных методах и функциях и научились с ними работать. В этом уроке мы познакомимся с так называемыми магическими методами. И речь пойдет о двух из них – метод wrapper и метод str. Магические методы в Python – это специальные методы внутри класса, которые начинаются и заканчиваются с двух нижних подчеркиваний. Именно поэтому в английском варианте их называют dunder метод от double underscore, то есть двойное нижнее подчеркивание. Вы уже знакомы с одним из таких методов. Мы его применяем при инициализации класса. Это метод init. Определим новый класс с одним параметром. Создадим экземпляр класса и выведем его в print. Получаем в консоль такую конструкцию, говорящую нам, что это объект класса находится по такому-то адресу.
И данная конструкция не является человекочитаемой. И для верного понимания экземпляра класса нам необходимо применить магический метод строкового представления объекта. Для этого есть метод wrapper от слова representation и метод str от слова string. Добавим метод wrapper, который в качестве параметра принимает self и возвращает self name. Проверяем, и как видим, консоль выдала нам именно имя, которое мы задали при создании объекта. То же самое делает и метод str. Поменяем метод, и наш объект все так же отображен в строковом представлении. Тем самым мы можем преобразовывать объект в читаемый вид без изменения самого объекта. Так чем же отличаются эти два метода? На самом деле чисто семантически. Метод wrapper возвращает однозначно текстовое представление, репрезентацию объекта, а метод str возвращает чистый читаемый текст типа string. И для многих объектов имеет смысл определять именно str, особенно для объектов, для которых существует естественное человекочитаемое представление. Иными словами, для вывода ошибки в лог-файл лучше использовать метод wrapper, а для вывода объекта на сайт – str. В этой лекции поговорим о модулях и импорте. Вспоминая основную парадигму языка Python, что код должен быть хорошо читаем и его можно было легко контролировать, существует возможность разделения кода Python на модули. Модуль – это по сути отдельный кусок кода в Python. Модули могут быть импортированы в другие модули, тем самым разделяя код. Конкретный модуль Python отвечает только за свою часть кода. К примеру, создадим переменную a и присвоим значение 100. Сохраним этот файл как data.py. Откроем новый файл в этой же папке и попробуем вызвать нашу переменную. Естественно, у нас ничего не выйдет, так как в данном документе отсутствует переменная a. Чтобы ее получить, пишем такую конструкцию. From, то есть откуда. Далее название файла, без расширения .py. Далее import и имя переменной. То есть мы из модуля data импортировали переменную a. И теперь выводим print. Да, все получилось. Помимо переменных мы можем импортировать и другие объекты, например, функции и классы. Пропишем простую функцию a плюс b и также ее импортируем. Запустим функцию. И как видим, она отработала. Таким же образом импортируются и классы. Для примера воспользуемся материалом одного из предыдущих уроков. Разобьем этот файл на два модуля. Для начала перенесем основной класс, импортируем и создадим экземпляр класса и применим методы. И тут все работает. Мы также можем перенести сюда и дочерний класс. И в этом случае также все сработает. Таким образом, данная возможность позволяет навести порядок в нашем коде, сократить число строк, выделив для них отдельные модули, экономя код для одного документа, что увеличивает читабельность. Хочу сразу дать небольшой совет, как с этим всем работать. Сначала пишем все в одном файле, классы, функции, переменные, константы. Проверяем, что все работает. Далее можно разбивать код на модули. Поверьте, после 1000 строк кода контролировать и дорабатывать код в одном файле уже просто нереально. Помимо наших собственных модулей, есть большое количество модулей самого Python и огромное количество сторонних модулей, предлагаемых сообществом. То есть те модули, которые предоставили в открытый доступ сторонние программисты языка Python. Чтобы посмотреть список модулей, встроенных в Python, обратимся к документации. Здесь представлен список всех модулей, включенных в Python. Например, модуль, которым мы пользовались, DataTime. И здесь описано, что делает этот модуль и какие методы к нему есть. Например, мы пользовались методом now для того, чтобы узнать точное время, когда разбирали декораторы. Попробуем проделать это еще раз
Тут написано, что нужно импортировать, и сам метод. И видим в консоли текущую дату и время с точностью до миллисекунды. Теперь поговорим о внешних модулях и пакетах. Язык Python стремительно развивается, и в связи с этим комьюнити Python огромно. А главное, каждый может написать свой модуль и пакет. И на текущий момент существует большое количество уже готовых решений и различных пакетов с разнообразными функциями уже большое количество. Они могут быть и просто в интернете, и в репозиториях GitHub. Но больше всего их, наверное, в самом большом репозитории хранилище модулей и пакетов для Python сайте pyp.org. Тут существует большое количество различных пакетов и модулей, разбитых по категориям. И перед тем, как реализовывать какой-либо функционал, проверьте, может быть, уже есть готовое решение от комьюнити.